Привет всем! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Мы сейчас собираемся на пикник по случаю дня рождения Бавина. День рождения Бавина, который был 2 месяца назад, 2 months late. Так, и я приготовила, значит, у нас, такой своеобразный день рождения Бавина. Позже, ладно, об этом поговорим. Короче, каждый гость должен прийти со своей едой. И я нажарила котлет полную сковороду. И сейчас парам, команда, you must test. Попробуй. Я уже попробовала, мне понравилось. Что ты скажешь? Ладно, по пути я вам все расскажу. Сейчас надо... Да, окей, доедай. Видите, значит, действительно понравилось, что он решил доесть. Артур в школе, Артур с нами участвовать не будет. Покажись нашим зрителям. Вы знаете, кто эта собачка? Ко мне пришла в гости уже, наверное, минут 15. Залазила ко мне даже на коленочки. Значит, это сын Кэнди. Кэнди – это собака Бавина. И вот этот вот сын Кэнди живет недалеко от нас, по соседству, в доме владельца аптеки. Да? И я сейчас подумала, у нас есть шанс породниться с Бавином. Джимми, как тебе такой вот жених вырос? По-моему, очень даже симпатичный. Это что, не гладят дома? А Джимми вот из всех претендентов, из всех женихов, которые живут здесь поблизости, выбрала вот этого плешивого Бобика. Вот, Бавин, ты узнаешь эту собаку? You know who is this? Ты узнаешь? Candy son. Да, родственник твой, внучек. Окей, ладно. Так, значит, что, пора. Happy Valentine's Day, my sweetheart. Вы только посмотрите, какой внимательный муж. И цветок, и шоколадку. Боже мой. How you know? С утра он не помнил об этом. Now you just remember. Yes. In the morning you don't know. I remember. I want wish with Он sweet. хотел сделать сюрприз. А с утра даже, я, честно говоря, сама забыла. В общем, друзья, да, у нас сегодня 14 февраля, день Святого Валентина. Так, уже практически все собрались. Вон они там стоят возле киоска. Парам покупает водичку, напитки точнее, безалкогольные. Хочу уточнить. Вот. И сейчас мы все вместе пойдем в лес, выберем красивую полянку, и там устроим пир. Будем кушать, играть в различные игры, как-то развлекаться. По случаю дня рождения Бавина, мне кажется, что это уже как-то совсем не актуально, потому что, я же говорю, уже 2 месяца прошло. Значит, до своего дня рождения он, наверное, 2 месяца обсуждал, планировал, как мы будем круто отмечать. И потом, помните, когда мы к нему зашли домой вручать подарки, мы там посидели, попили чай, и Бавин даже вот на видео пообещал, говорил, мол, мы поедем куда-то там в Water-парк, будем отмечать. В общем, как-то он хотел грандиозно отметить, мол, вот так вот банально, как я отмечала свой день рождения, как Ниха отмечала. Он считает, что это банально в красивом отеле. Он считает, что это не годится. И в итоге вот спустя 2 месяца мы, опять же, говорю, долго-долго это обсуждали, собрались в этой вот компании. Здесь еще присутствуют некоторые девушки, которые с нами занимаются йогой. И, собственно, вот так вот мы как в складчину посидим. Так что я не знаю, это день рождения Бавина или уже вот более актуально День Святого Валентина отмечать или просто... Парам, we celebrate Bavin birthday or what? Да? Но, видите, Бавин уже отмазывается. Говорит, нет никакого моего дня рождения, просто собрались. Вот так вот индийцы иногда себя странным образом ведут. И вот буквально пару дней назад Ниха и Приянка к нам заходили в гости обсуждать тему поездки. Тоже вот уже сколько времени мы обсуждаем, никуда еще не поехали. Я сняла немножечко видео, сейчас вставлю. Что, Парам? Да, котлет. Yes. Homemade котлет. Ниха интересуется. Так, смотрите, пока сюжет, а потом я вернусь, еще кое-что добавлю по поводу Бавина. Мы планируем поехать все вместе в небольшое путешествие, но решили уже после Артуркиных экзаменов. И как раз в то время будет не сезон. И, в общем, мы сейчас собрались, чтобы обсудить все нюансы. И, значит, вот что интересно, сидим. Парам пошел сам приготовить чай, я пока с ними сижу. И, значит, Ниха такая ко мне обращается, мол, Наташа,
А как это ты, вот этот вот аппарат, что у тебя там есть какая-то машина по удалению волос? Оказывается, я уже и забыла об этом. Оказывается, она настолько внимательно всегда смотрит мои видео, и она увидела, как я удаляла волосы нашей соседки. Помните видео вот этой вот нашей Дипали соседки? Я удаляла, и Ниха увидела это видео, и ей тоже захотелось. Она говорит, мол, хочу. Я говорю, когда? Она говорит, сколько это времени, по времени займет? Ну, я говорю, минут 10. Посмотрела на ее руки, говорю, минут 10-15. Она такая, ну, давай тогда сегодня. Прям вот, что откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас. Так что сейчас приятно посидим, пообщаемся, а потом буду удалять волосы. Я представляю, просто мне смешно. Наверное, через какое-то время еще и другие жительницы Матарана ко мне придут. Ача? अच्छा है Ача or बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा. बहुत अच्छा है टांगना है ना Домашний йогурт. दही रहेगा ना दही और मेथी Парам принес попробовать девочкам домашний йогурт, который делает Парам сам. She want make this roti. She say when you have yogurt in home, that time call Эти me. вот лепешки, которые Да, Ниха чё банакера? делает. Помните, недавно она нас угощала тестом. Мы приготовили, я на видео снимала, поблагодарила ее. Так вот, в эти лепешки в рецепт входит йогурт. И она говорит, мол, когда у вас дома будет йогурт, я приду и приготовлю. Ну, как поделюсь со зрителями рецептом. Ну и с нами, конечно, тоже. Вот, а Парам говорит, у нас постоянно йогурт. Ну, был небольшой перерыв, когда у нас была зима, и, ну, когда действительно было прохладно. Тут, в принципе, зима это одно название, но было, да, вот несколько недель, когда действительно было прохладно, и Парам не готовил йогурт. Эти вот холодные блюда, такие как огурцы, йогурт, в это время индийцы не едят. Они верят, что это еще больше охлаждает. В это время прохлады нужно, наоборот, согревающие продукты есть, такие как апельсины, яйца. Приянка нашла этот аппарат, пилятор нашла в интернете. Здесь продается где-то около 3-4 тысячи стоит. Тоже Philips. Возможно, она говорит, наверное, я закажу. Я ей предложила тоже такую же процедуру проделать. Она говорит, нет, я не хочу сейчас. Перед поездкой, говорит, ты мне сделаешь. Или, может быть, даже я себе куплю. Вот. А Ниха говорит, что будет приходить теперь к нам регулярно. Янка, it's my husband gift. Парам подарил мне розу. Приянка мне красиво хочет сделать. Now good look, да? Да, perfect. Ого. And where is Rita? शॉप मम्मी के साथ शॉप Приянка оставила свою дочку на бабушку с дедушкой. Видите, как хорошо. У меня такой возможности не было. Везде таскала Артура. Ну, хотя, с другой стороны, может быть, ей было бы и интересно на пикничке. Значит, у меня на протяжении долгих лет, пока я в Индию не уехала, была компания друзей. Я имею в виду у меня на родине, в Харькове. И мы все вместе отмечали дни рождения всех друзей по очереди. Такая вот была традиция. И если, да, вот я гуляла на днях рождения у своих подруг, то я тоже обязана обязательно накрыть поляну. Как говорится, уже там в силу своих возможностей. Ну, вот так вот отказаться от этого, это должна быть какая-то веская причина. Ну, у Бавина как бы особо веских причин нет. И он тоже мог бы так же, как и мы, отметить где-нибудь в отеле. И это я сейчас, знаете, вам рассказываю. Это не то, что мне не понравилось. Мы это все обсуждали, вот когда Ниха и Приянка к нам гости приходили, мы все косточки ему перемыли. Ну и, в принципе, мы и в лицо ему говорили, он просто отхихикивается. Вот, ну, как-то, ладно уже. Сейчас я немножечко отвлеклась. Мы зашли вот в этот вот отель. Здесь мы попили лимонад, а также забрали биряни, которые мы заказали. Готовил повар. Вот видите, Парама. Очень. Значит, рассказываю по поводу нашей поездки к морю. Ниха предложила такой вот вариант. Получается, что наша семья могла бы снять отдельно номер, но так как с нами едет Бавин, он один. Приянка, она вдвоем с дочкой, Ниха вместе со своим мужем. И, в общем, Ниха и Приянка предложили, чтобы девочки и дети жили в одном номере,
а мужчины в другом номере. Ну, чтобы не снимать много номеров, а так вот раскинуть на всех, это будет дешевле. Ну и, в принципе, наверное, для Нихи и Приянки веселее, интереснее. Но вот для меня это не очень подходящий вариант. И Артуру я тоже сказала об этом, он не в восторге. Он говорит так еще, знаете, рассудительно, медленно. Говорит, нет, в одном номере будем жить я, ты, папа, а все остальные где хотят. В общем, вот так вот. Но одно дело, вот когда я путешествовала вместе со своими очень близкими подругами, и мы останавливались, да, было такое вот, мы останавливались в одном номере, и то мы ссорились, да, но мы настолько близки, что могли высказать друг другу все свои недовольства и обсудить. А вот в данной ситуации я понимаю, что мне будет неудобно. Ну, например, там, да, кто-то будет занимать долго ванную комнату, и мне будет неудобно сказать. Ну, или кто-то там будет, не знаю, в телефоне сидеть там допоздна. У нас, например, тоже, да, свой режим. Ложимся спать, но как по парам, и Артур меня, в принципе, слушаются. Ой, в общем, не знаю. Ну да, опять же, да, это же не просто так, как какая-то важная поездка деловая, это отдых. А во время отдыха хочется получать удовольствие от всего, не испытывать дискомфорт. Пришли на панорамную площадку, называется Hut Point. Hut – это сердце. Посмотрите, какой вид открывается чудесный, какая красота. Конечно, сейчас из-за того, что уже давненько не было дождей, трава посохла, краски не те. В сезон дождей, конечно, намного красивее здесь, поэтому в сезон дождей сейчас и основная масса туристов приезжает к нам любоваться природой. Так, ну а мы идем дальше и планируем остановиться вот здесь. Я сейчас вам отсюда покажу, отсюда будет понятнее. Видите, какая там плоская поверхность, плато. Там можно будет и поиграть в различные игры. В общем, удобно будет там расположиться и пофотографироваться. Но есть такой вот минус. Я же, естественно, да, все не снимаю на видео, но на самом деле очень много времени прошло, пока все собрались, пока вот за этим Бириани ходили, там сидели, ждали. В общем, сейчас уже время подходит к Артуркиному приезду. Сейчас Артпарам нас отведет, и ему придется бежать, его забирать с остановки рикш. У Артура и ни ключа нет. Ну, естественно, сюда он прибежать тоже сам не сможет. Вот так вот неудобно. Хотя я Артуру и предлагала, но я думала, что мы управимся. Я думала, ну, мы гораздо раньше собирались встретиться. Вот, и думала, что мы управимся. Я Артуру предложила, говорю, если хочешь, говорю, не ходи в школу, пойдем вместе с нами на пикник. А он сказал, мама, нет, я сейчас не могу пропускать. У нас сейчас тесты, подготовка к финальным экзаменам, к выпускным экзаменам, которые будут уже буквально через 2-3 недели. Вот такой вот у меня ребенок ответственный. Ну, он понимает, да, чем это грозит. Если не сдашь экзамены, плохо сдашь, то могут на 2-й год оставить. Так вот детей запугивают. Ну, до 2-го года ему, конечно, он, в принципе, нормально учится, но ему хочется быть одним из лучших учеников в их классе. У них такая вот как борьба идет за первое место. Жители Матарана впервые здесь. She second time, Priyanka first time. And Bobby first time, that Bobby first time. 3-4. And Bhavin first time. I also first. Ничего себе, local people. Бинокль нужен, да, тут Ганеша. In your camera. Не, no, I don't have zoom. У меня нет зума, чтобы показать вам Ганеша. Храм Ганеши, ну там статуя, к сожалению. Здесь действительно такой панорамный вид со всех сторон. И еще такой интересный момент, на который хочу обратить ваше внимание. Ну вот вы тоже, да, когда с друзьями отправляетесь на пикник, скорее всего, так же, как и я, одеваетесь в удобную одежду, в футболку, спортивные штаны, в чем удобно и что не жалко в случае чего там запачкать или зацепиться там за сучок. А вот посмотрите, девчонки, какие сегодня пришли нарядные. Яркие, красивые. Что-то тут мне не нравится. Боже мой.
Ну, буду показывать. Даже, знаете, я даже задумалась над тем, стоит ли вам показывать. Такая красота вокруг, а тут, нате. Угу. Ложка дегтя в бочку с медом. Свиньи какие здесь. Облюбовали тоже это место, и вот сколько всего оставили. Но это только нам с Парамом не нравится. Парам, no problem, how many garbage here? А? What we do? All people garbage. А. And we drink last time, you know, this water. Ну, сейчас нету, конечно, никаких водопадов, но вообще, в принципе, вот здесь устье. Natash, give Google for she. This specially order for Google. Wow. See, माझ्या बायको. See, anyone husband not wish Valentine Day. Ask. Баби. Слышите, Парам даже уже голос повысил. Говорит, спроси, а то я иногда, да, вас смущаю, что ты у меня не идеальный муж. А он говорит, спроси у любой женщины, здесь практически все замужние, ну, кроме Приянки, и говорит, ни одну муж не поздравил. Даже не вспомнил, что сегодня, ни один муж не вспомнил, ни один мужчина, что сегодня День Валентина. Говорит, только на день рождения, а? Приянка говорит, ты счастливая, цени это. Так, вот музон, посмотрите, это Дипали, которая в очках принесла колонку. Так, ну что, ребятки, посмотрите, девчонки уплетают котлеты, которые я приготовила. Ну и как? Нравится? Good? Tasty? Спасибо, очень приятно. Но я думаю, что I think you before test. Я думаю, что Приянка и Неха раньше пробовали. Ну, может, они забыли, что мы уже давно общаемся, как в принципе, котлеты — это мое коронное блюдо. Параму они очень нравятся. И он, когда я спрашиваю, чем угостить, что приготовить, на подобные мероприятия, он говорит всегда котлеты. Говорит, им точно понравятся. Вот, ну и некоторые впервые попробовали, но нормально. Все, вот еще для Бавина, специально для тебя принесла там огурчики, зелень и колбасу, которой Элла угостила нас с Артуром. Я тоже взяла немножечко, но вот кто захочет попробовать, как бы заставлять не буду. Я так поняла, что колбаса... А, что? Пиг. Попробуйте, свинина. Свинину, в принципе, да, это же не говядина. Свинину они едят. Вот попробуйте. Так, ну вот самая смелая Дипали. Сольте, да? Тумач сольте. Соленая она такая прям. Медленно такая, с опаской. Вот посмотрите. Неха, нет. Она очень насчет еды, насчет всего такая вот. С подозрением она думает, а вдруг там говядина или что-то. А Бавину остается только сидеть. Да, Парам еще говорит, что очень вкусные салаты, да, потому что они, у индийцев салат это просто порезать овощи, а я готовлю, да, там соусом, как положено, там сочетаю продукты. Параму нравится. Так, ну а сейчас посмотрим и попробуем, конечно, то, что принесли другие девчонки. Это special for Бавин, да? Специально вот для Бавина Уша приготовила вегетарианское блюдо. Vegetarian. Open. Открывай, посмотрим. Ну, хотя, когда некоторые вегетарианцы яйца не едят, но Бавин ест яйца и любит. Это рис? Only rice? Карри еще будет, эк-карри. Яйца в соусе, Это креветки, пронс, да? Пронс. Сушеные креветки. Маленькие, малюсенькие сушеные креветки приготовила Неха. Так, сейчас я буду пробовать, снимать пробу. Вот видите, колбаса почти вся осталась со мной. Значит, сейчас я буду пробовать то, что приготовила Неха. Как это называется? Джинга фрай. Значит, креветки. Сушеные креветки, тушеные с луком, с имбирем. Ну, напоминает, знаете, сушеные креветки, как вот желтые полосатики различные, вот такая вот рыбка засушенная, которую обычно едят с пивом. Ну, вот такой вот вкус присутствует у этого блюда, но более острое. И плюс еще имбирь, такой вот согревающий эффект. Но неплохо. Очень даже неплохо. И вот мне еще чуть-чуть положили эк-карри.
Яйцо в соусе. Карри. त्यांना भेटो त्यांना मांडी घालता Да, тоже вкусно, еще тепленькое. Молодцы, девчонки. नहीं 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 Вот, то есть вот это вот старт, чтобы вы понимали сначала, а потом уже конкретно все будут наедаться биряни, который нам приготовил повар. Никто не решился заморачиваться с биряни. В основном его готовят да, вот बिर्याणी специалисты, повара. फ्रँकी बिंकी नाही फ्रँकी सँडविच नाही बनवते पन भाभी संदीप भाई बहुत simple. А мы сейчас обсуждаем вот этого вот знаменитого парня. Помните, парень, который погружает руки в кипящее масло. И я с ним, видите, снялась, как, ну, типа, как коллаборация. У нас была такая вот небольшая. Ролик в Инстаграм он выложил. Ну, он вообще на самом деле знаменитый в нашей округе. Как оказалось, что не только в нашей округе, не только Матарал и Нерал его очень хорошо знают, и Мумбай. Ну, Бавин, расскажи, ты, он недавно с ним виделся, общался. Вот да, about Goa. Last month this Praveen Pakoda boy going Goa and this hotel all staff, oh this is Pakoda boy. Вы представляете, как здесь блогеров ценят в Индии? Говорит, поехал в Гоа отдохнуть, а ему все бесплатно. Его там узнают, бесплатно машину дали, ну как на прокат. त्याला सवय झाली. Кормили бесплатно, номер. Что аж не верится. Уж они на видео сказала, а сейчас уже не хочет стеснять. Давайте разоблачать этого парня. Она говорит, что, скорее всего, он руки чем-то мажет, наносит какую-то специальную жидкость на руки, а потом уже погружает в масло кипящее. Ну, не может быть, у него бы уже давно сварились бы руки, кожа бы. Да, я читала, что может быть даже просто вода, ну, так как физика, друзья, да, как там есть такой прикол, что если вы не учили физику в школе, вас многое будет удивлять в этой жизни. हो नाचा लवकर. तिला बॅकग्राऊंड चांगला पाहिजे. Мы сейчас потанцевали немного, диджеем у нас была Уша, а сейчас обращаются ко мне, девчонки говорят, Наташа, а давай, ну, теперь ты выбирай свою песню, ну, что, мол, то мы танцуем по то, что нам нравится, давай ты тоже выбирай, говорит, под что ты, я говорю, да, ну, мне, в принципе, то, что вы выбираете, нравитесь. А это, Трейн? Поезд, говорит. А Бавин говорит, ее любимая песня «I am a disco dancer» Митхун Чакраборти. Я говорю, да она никакая, она моя нелюбимая. Эта песня просто, это, ну, был очень популярный фильм, когда я была маленькая. В те времена об Индии я только узнавала по фильмам, по этим. И вот они сейчас специально все равно нашли для меня эту песню. Сейчас будем танцевать, говорит, показывает движение. Будем танцевать. Видно вам поезд? Парам! My dear husband, за тебя пьем. Шампань, шампанское, за твое здоровье. Парам, видите, сейчас с Артуром. А ой, Артур, eat food. Артур покушал, все в порядке, все нормально. Говорит, домашнее задание. Артур сейчас делает. Ну, молодец. А мы сейчас лимонад попиваем. Спортсменки, напоминаю, все присутствующие занимаются йогой. Идем, задыхаемся, языки на плечах висят. How you enjoy party? Very enjoy. Сейчас бы побыстрее добраться домой, до кровати, протянуть ноги. А я еще вот, смотрите, тащу тащу мусор. Сложила все в эту сумку и тащу. Ну, это, конечно, действительно упущение. Надо было там поставить бак мусорный. Ну, действительно, это тяжело. Да, вот так вот посидеть, расслабиться. Это я такой вот человек ответственный. А другие индийцы, конечно, они побросают все, поплетутся домой налегке. Давай. Что? Наташа, давай. Давай, говорит. Давай, Наташа, быстрее, а то я отстала. Но я отстала, потому что видео снимаю. Да, еще что я вам хочу напомнить, что парама нет.
За мой рюкзак я несу сама, вот это все сама несу, потому что пора уже пошел Артура встречать с рикшей. Ну и, собственно, у него там работы много. Поэтому я одна тащу все в гору. Так хорошо было. Туда идти еще было не так жарко. И вниз. А тут сейчас все время в гору будем подниматься. आणि म्हणलं व्हिडिओ बनवते तर ती घेईलच त्याला असं माझ्या डोक्यात ते आहे की ती घेईलच त्याला. На обратном пути зашли опять в этот отель, отель, в котором мы заказывали биряни, и решили здесь вот поиграть. Здесь нормально, тенечек. Ну что, мы все никак не распрощаемся. Друг, ты что, у нас тут целый день просидел в гостях? Может, у тебя роман с Джимми? Значит, друзья, проходили мимо Парабхауса, Парам здесь сидит и предложил девочкам еще попить кофе. Ну и они согласились. Еще такой момент хочу уточнить. Значит, биряни это от Бавина. Бавин не стал брать с нас денег, так что можно считать, что он действительно выставился в честь своего дня рождения или в честь, я не знаю, 14 февраля. Вот, ну, в принципе, отлично провели время, и покушали вкусно, и потанцевали, и поиграли. Еще мне понравилось, что когда Парама не было, когда он ушел, все спрашивали у меня, мол, Наташа, все ли в порядке, тебе нравится с нами проводить время, все хорошо, все окей. Я говорю, да, конечно, классно, все, спасибо. Вот, ну и еще сейчас в конце, в самом я хочу сделать небольшое объявление. Так, объявление. Значит, у меня Артур с лета занимался гитарой и вокалом онлайн, но сейчас его преподавательница не может давать ему уроки, у нее нет на это времени, так как у нее госэкзамены, диплом. Ну, а мне не хотелось бы, чтобы у Артура был длинный перерыв. Я боюсь, что он потеряет интерес. В общем, обращаюсь к вам, мои дорогие зрители. Может быть, кто-то из вас преподает гитару и вокал, или у вас есть хорошие знакомые. Пишите мне, пожалуйста, личное сообщение. Я закреплю в первом комментарии ссылку на свой Инстаграм. Вот, и еще такой важный момент. Надо, чтобы преподаватель был либо из Украины, либо из Индии. Мне так будет легче производить оплату. Ну все, мои дорогие зрители, всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. До новых скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.